Пиво здесь в бутылках 0,63. Вот таких, похоже на хмельницкое. Мы в Сенегале. Снимаю. Проехали границу быстро за 1,5 часа, практически без дополнительных платежей. 10 евро нужно заплатить на стороне Мавритании на таможне и еще приблизительно 10 евро за то, чтобы проехать мост. И еще нужно заплатить на таможне опять сенегальской. Еще около 10 евро за документ, который разрешит проезд по стране. У нас карнет есть, поэтому проблем не возникло, но обычно людей кошмарят, если машина дольше, чем 8 лет в обиходе находится. Хоть это и незаконно, но ничего люди с этим не могут сделать. На паспортном контроле с нас просили 10 евро, мы сказали нет. На втором паспортном контроле тоже просили 10 евро, мы тоже сказали нет. Ну, на нет и сюда нет, в общем, проехали без денег. Проезжаем мост, арки которого создал Эйфель, тот самый создатель Эйфелевой башни. И кроме того, этот мост сюда перенесли из Франции. Он изначально предназначался для пересечения Дуная. Вот так вот оказался в Африке. В первом городе, Сент-Луисе, мы первым делом зашли покушать. Ну, или подключиться к Wi-Fi. Но вьетнамская владелица расставила все точки над «и». Мы в Сенегале, и наш кемпинг находится на территории национального парка. Здесь очень много птиц. И проезжаем такую себе небольшую дамбу, и там просто огромное количество маленьких крабов, которые что-то тащат, кушают. Место оказалось очень крабным. Прямо возле нашей машины была огромная нора, а это оказался дом этого красавца. Краби вийшли на вечерю на березі. Бачите, краб їсть. А мы взяли каяк и приплыли вон с той стороны. Встретили автобус, который, когда тормозит, у него сзади красная сирена включается вот так. Впервые вижу такое изобретение. Приблизительно 3 евро. Подозреваю, что туристическая, но цена вот такого здоровенного пакета манго. 10 000 километров спустя
почти месяц, и мы оказались в Дакаре. Как говорится, ралли Париж-Дакар у нас превратилось в ралли Хмельницкий-Дакар. Мы доехали успешно, уже даже подстриглись. Я люблю постричься в разных местах. В копилке уже Вьетнам, Хошимин, Ханой. В копилке Таиланд, Америка, Украина, конечно же, Словакия, Австрия. И еще, наверное, какие-то места, которых я забыл. Но вот теперь, сегодня я постригся в Дакаре. Правильно, мы доехали из Хмельницкого в Дакар. Нас пустили в Сенегал, но нужно проштамповать еще карнет на таможне в Дакаре. Это целый квест. Ходить нужно с этажа в этаж, но люди достаточно приветливые и помогают нам. Вот сейчас отнес книжку на 3-й этаж, возвращаюсь на 0-й. Здесь должны помочь. В общем, дело с карнетом пока застопорилось, потому что начальник куда-то вышел. Может, начальник убежал на пробежку, потому что ощущение, что в Дакаре бегают абсолютно все. Мы в задворках посольства Мали. Можно сказать? Подались на визу, можно сказать. Можно. Что можно сказать? Что мы возле туалета, малийского туалета в посольстве Мали. Да. Подались на визу в Дакаре. Не удалось нам в Нуачо, в Мавритании. Мы сейчас в столице Мавритании, Нуачот. Едем получить визу в посольство Мали. С визой в Мали не получилось сегодня, потому что приближается конец Рамадана, они решили взять себе 2 выходных. Ну, значит, не судьба. Будем пробовать дальше, если она нам понадобится, потому что сейчас в Мали ехать не планируем. Решили брать визу на всякий случай. На всякий случай еще не наступил. Вот в такие моменты, когда что-то не получается по плану, вот, например, визу не получили, возникает вопрос, это, можно сказать, не судьба, или нужно все-таки пытаться и добиваться этого дальше? Вот разные мнения на этот повод существуют, и тяжело сказать, правда, вот стоит ждать до понедельника и получать визу, или значит нам в Мали вообще не стоит ехать, потому что, мне кажется, в Африке много чего не будет получаться с первого раза, и если следовать тому, что вот просто не судьба, то можно никуда и не уехать, в общем-то. Подались в Дакаре в Сенегале. Завтра должно быть готово. Нам дали визу всего лишь за 1 день, на 2 месяца. Можно хоть сегодня въезжать в Мали. Действительно 2 месяца. И почему-то мне дали на 2,5 месяца, а Лене только на 2. Интересно, почему. Oh, no. Сегодня будем ночевать в Дакаре. Такой себе что-то среднее, как такой себе микс между гаражом и пристанищем для тех, кто ездит на том, что в гаражах ремонтируется. Есть мотоцикл с итальянскими номерами, но пока что пойдем покушаем. А там разберемся. Я был сначала немножко напуган этим городом, точнее рассказами о нем, потому что писали все, что Дакар жесткий, Дакар разный, он контрастный. Но оказалось все не так уж и плохо, даже я бы сказал хорошо. Местами даже кажется, что ты в Испании. Едем на зеленый, но это условность. На самом деле нужно еще добыть свою дорогу, доказать, что ты имеешь право ехать на зеленый.
Есть, конечно же, и плохие моменты, есть очень много попрошаек, есть очень много людей, которые спят на улицах. Но как же без этого? И даже не только в Африке, а и в Европе это встречается достаточно часто. Мы были только что на берегу, и попался очень интересный парень, который просто живет на улице, присматривает за машинами, и он рассказал нам очень много интересного про местную жизнь. Парень не знает, как пишется его имя, Мустафа, но тем не менее он разговаривает на нескольких языках, в том числе на английском, намного лучше, чем люди, которые работают в сервисной индустрии здесь, в ресторанах, в отелях и даже на каких-то кемпингах. Let's go. We'll say Africa na coloso. Африка на колесах. Africa na colosa. А сейчас мы находимся возле монумента африканскому ренессансу. Он у меня за спиной, и это самый большой монумент на всем африканском континенте. Его строила, как вы думаете, кто? Компания из Северной Кореи. Очень интересно, правда? Обвиняли за безвкусицу этот монумент, но тем не менее он был достроен и существует здесь с 2010 года. Посмотрите. Я иду на Дакарскую почту, пока мы еще здесь, чтобы отправить открытки нашим верным подписчикам и подписчицам. Открытки для наших подписчиков отправляются из Дакара в разные города и страны. Заправляемся в Дакаре и уже будем выезжать, потому что хотим успеть в Гамбию, чтобы сделать визы. Сейчас на чемпионате мира Сенегал играет с Польшей и пока что ведет 1-0. Весь город просто кричал «Ура!», когда забили гол. Я зашел поменять деньги. На улицах, кстати, пусто, трафик куда-то испарился. Я зашел поменять деньги, все сидят на полу в маленькой комнате, смотрят футбол, болеют всей душой. Сенегал! Сенегал! Покричал, конечно же, для них Сенегал. И сейчас мы уезжаем из Дакара. Пора ехать дальше в Гамбию. Пора в Банджул, потому что нужно успеть до выходных сделать несколько виз, поэтому покидаем Дакар. Но он оставил очень хорошие впечатления о себе. Мы ехали на границу с Гамбией, переночевали недалеко в сенегальском поле с коровами и какашками по всему полю. Утром проснулись, немножко задержались, ребята еще шины подкачивают. И тут пришли двое местных, просто стоят, наблюдают за всей работой молча. Сначала пробовали что-то говорить, но мы не нашли какого-то пересечения языкового. Поэтому ребята просто стоят над головой со своими ножами. Первое знакомство с Сенегалом подошло к концу. Но вскоре мы туда вернемся уже после Гамбии. Подписывайтесь на канал и следите за нашими видео. Пока!